Ложное вознесение. В настоящий момент времени, понимание вознесения на Земле имеет крайнюю степень искажения. Существует два типа вознесения, которые исторически происходили на Земле. Одна форма вознесения ведет к развитию четырехмерной биологии и реальному вознесению в следующее, пятое измерение. Другая форма ведет к повышению темпов роста постоянно увеличивающегося энергетического, нефизического поля, которое раздувает души, действующие в межпространствах, вне возносящейся формы. Такая форма раздувания энергетического поля, без соответствующего биологического вознесения, является ложным вознесением. Фактически, вознесение является ложным или неполным, когда душе не удается вознести биологический материал, или полностью игнорируется таковое. Вознесение в нашем великом центральном Солнце связано с возрастанием вибрации формы, до тех пор, пока форма и душа не станут удерживать одинаковую вибрацию, а затем они сливаются или воссоединяются в качестве единого сознания. Данный процесс требует участия всех областей формы, чтобы каждый орган, ткань, клетка содействовали этой цели. Форма выстраивается душой по интегрированному узору эфирной энергетической решетки, которая соткана по специфической генетической светокопии. Ложное вознесение в пределах крайней полярности – это принцип и результат накапливания потоков энергии из многих мест, полей, пространств, и соединения таковых в один поток, называемый межпространством, который подобен пестрой нескладной мозаике. Для того, чтобы поддерживать жизнь и увеличивать вибрацию такого межпространства в вышестоящих измерениях. Ложное вознесение не предусматривает трансформацию кармы в своем восхождении на вышестоящее измерение. Вместо этого, ложное вознесение предполагает увеличение вибрации путем переброса кармы на другие формы, плотности и пространства. Если ваше руководство заверяет вас, что нет никакой кармы, которую необходимо трансмутировать, знайте, вы находитесь во взаимосвязи с межпространством ложного вознесения. Так обстояло дело с Плеядами, Сириусом, Орионом, Арктуром и другими, подобными им объектами. Сириус не очистил кармы в своем восхождении. Вместо этого он повысил вибрацию, переложив свою плотность на другие 24 планеты, и абсорбировав позитивный поток энергии от 4 других творений, которые также испытали падение. Планеты, которые приняли на себя негативную энергетику, включая Землю, впоследствии все испытали падение сознания. Тем не менее, никакие духовные уроки Сириусом изучены не были, и в настоящее время звезда Сириус представляет собой выраженную в пятом измерении, трехмерную мыслеформу. Что же несет в себе выражение трехмерной мыслеформы в пятом измерении? Таковое равносильно причинению вреда, поскольку такая мыслеформа приводит к разрушению многие творения, чтобы возноситься самому. Такая мыслеформа позволяла разрушать одни творения, чтобы поддерживать жизнь других творений. Вред стал основой, на которой планеты и звезды строили отношения друг с другом. Дошло до того, что как планеты, так и звезды возносились только путем обмана, при этом вред стал энергетической динамикой, посредством которой все и планеты, и звезды устанавливали взаимоотношения друг с другом. Беззаконие возобладало во всей динамике звезд вне Великого Центрального Солнца, и в частности, ниже 72-го измерения. Форма вознесения подобного рода – не настоящее вознесение, ибо вокруг истинного вознесения нет ничего, что было бы связано с лишением других творений, движущегося потока энергии,
чтобы самим приобрести возможность поддерживать и наращивать уровень вибрации. Обратимся к истории и самой природе ложных вознесений. Наблюдавшие за 7 человеческими расами, ложные красные боги находились под впечатлением от знания великих мастеров. Ложные боги не владели знаниями о вознесении. У них появилась зависть к душам, одушевлявшим великих мастеров, к большому наглядному уровню их информированности и понимания. Исходя из зависти, был проделан маневр с помощью грезы, которая привлекла Аннану к земле. Нарастающая вероятность такого будущего вызывала фрагментацию, разрывы полей великих мастеров вместе с информацией. Такое разрушение могло иметь место лишь потому, что великие мастера не могли понять, куда в действительности уходит их энергия, информация, и соответственно предпринять попытку остановить происходящее и отразить разрушение или сокращение своих полей. Большинство из них умерли в 2-недельный период. Оставшиеся мастера прожили после этого не более 8 месяцев. Разрушение полей великих мастеров было организовано через бессознательное дельфинов и китов. В ту пору ложные красные боги конфисковали информацию, как у великих мастеров, так и их душ, разрушая последние на фрагменты до тех пор, пока души мастеров не утратили память о том, кто они и почему пришли на Землю. При этом, сириусианские власти обманули ожидания великих мастеров, перестав наблюдать или вмешиваться в происходившее на Земле. Кроме того, люди существовали в совершенно обособленной от Земли грезе, поэтому земные советы управления не знали о нарушении и были не в состоянии принять меры. В конечном счете, красные ложные боги добрались до заветной информации, которая никогда не доставалась им эволюционными путями. Когда после смерти великих мастеров, красные ложные боги получили их информацию, они обрели сведения о вознесении. Они также переплелись своими полями с энергетическими решетками уничтоженных душ великих мастеров, точно так же, как и людей. Вот как впервые души смешивались с человеческой энергетической решеткой и ДНК. В свою очередь, человеческая форма также оказалась смешанной с энергетической решеткой и ДНК, которые принадлежали душам. Информация вознесения была распределена среди красных ложных богов неравномерно. Некоторые получили доступ к информации, охватывающей биологические изменения, став при этом богами, которые со временем вознесли свои племена красных людей в 4-е измерение. В число таких богов вошли Будда, Гуаньинь и Тот. Есть записи реального 4-мерного вознесения, происходившего под руководством этих богов в разные периоды, среди обеих человеческих групп, как на поверхности Земли, так и во внутренней Земле. Одно из последних вознесений на поверхности Земли, которые происходили под руководством Тота, включали в себя народы аназацев на юго-западе Америки, вместе с народами майя и инков в Мексике. Ложный бог Будда также вел последнее известное человеческое вознесение на Востоке, которое также известно под именем Гаутама Будда. Вознесение человека, провозглашенного под именем Гаутама Будда, было неполным. Будда жил какое-то время на поверхности Земли, собирая вокруг себя последователей и пытаясь обучить народные массы другому способу бытия. Фактическое вознесение Будды происходило во внутренней Земле, в Шамбале, и в сравнении с предшествующими вознесениями являлось самым неполным, после которого осталась вся его спина. Шрамовая ткань от этого вознесения может быть зарегистрирована в ДНК потомков Будды. Многие возносящиеся посвященные,
кто имеет прямую родословную к Будде, в настоящее время исправляют в текущей жизни то, что в его вознесении шло не так. Существует также запись о происходивших вознесениях на Гавайях под руководством Гуаньинь. Четырехмерные люди вознеслись в значительный мир и единство. И в результате работы трех богов, большая часть цивилизации внутренней Земли является четырехмерной. К сожалению, в условиях крайней полярности, факт вознесения одной части человечества неизбежно приводит к падению другой части человечества. Вознесение человечества внутренней Земли вызвало противоположный полюс человеческого выражения на поверхности Земли, крайнее разрушение, которое привело к 3 периодам ядерного уничтожения за всю человеческую историю. Необходимо осознать, что человечество представляет собой единый вид, независимо от наземного или подземного проживания, и вознесения в рамках крайней полярности. У каждого будут представлены противоположности обоих полюсов полярности. Человечество и Земля должны вознестись как целое. И это включает в себя не только внутреннюю Землю, но и все виды жизни на ней. Если внешняя Земля не будет возноситься вместе с внутренней, то никто не достигнет успеха, а Земля воспламенится, когда попытается войти в великое центральное Солнце. Люди внутренней Земли должны прийти к пониманию такового. Люди внутренней Земли 4-й плотности, в настоящее время, также пребывают в трехмерной мысли форме высокомерия, разделения, расщепленности, что является определенным результатом руководства внутренней Землей ложными красными богами. Увы, ложные боги Будда, Гуаньинь и Тот были нерезонансными с принципом единства и выбором возноситься всему человечеству, всей Землей. Они предпочли далее продолжать действовать в рамках крайней поляризации тьмы, вытесняя ее на поверхность Земли. Советы, наблюдающие за человеческим вознесением внутренней Земли, отстранили 3 ложных красных богов из-за постоянно чинимых с их стороны препятствий для вознесения. Земля и Солнце решили всецело удалить как красных, так и белых ложных богов из человеческой грезы. Причина для этого проста: они только и делали, что служили препятствием зарождению достаточного количества человеческих вознесений, которые позволили бы большему числу людей восходить в грядущих временах очищения. Такие души, как красные боги, не могут эволюционировать в созидательном ключе. Как красные, так и белые ложные боги в своих действиях только увековечивают свои разрушительные реалии, несмотря на красноречивые и вдохновляющие послания от них. Все это побудило обратить особое внимание на тот момент, что как душа, так и форма могут стать настолько нисходящими или объединенными в падении, что станут неспособны эволюционировать. Так обстоит дело со многими людьми с родословными рабов. Также это и для красных и белых ложных богов. Остальные ложные боги – Солярис, Сананда, Шива и Рама – не обладали всей информацией о биологическом вознесении. Главным образом, это произошло из-за способа распределения информации великих мастеров, после того, как их уничтожили. Без информации о биологическом вознесении, упомянутые боги объединяли человеческие группы в формы ложного вознесения. Ложное вознесение заставляет гуру возноситься за счет приверженцев и учеников. Однако, в действительности вознесение гуру не происходит, он только воспламеняется, ибо никакой четырехмерной формы в ходе восхождения не создается. В ложном вознесении, тело света выстраивается в большое всевозрастающее межпространственное формирование, которое объединяется со многими чужими телами света от многих людей, часто в смешанных и перекрученных потоках энергии,
меняющихся стереотипов священной геометрии. Однако, в связи с тем, что вибрацию своей биологии не повышала ни одна из форм окружавших гуру последователей, во время запуска вознесения гуру, его или ее тело воспламенялось, а сплошное объединенное из кусочков тело света разрушалось, отделившись от учеников, которые затем заболевали и умирали. Земля произвела оценку вознесения человеческого предка под именем Рама, или по-другому известного под именем Рамза. Восхождение Рамы было ложным. Данный человек использовался душой, известной как Рама, чтобы соединяться с многими последователями в гигантский поток энергии до тех пор, пока тело Рамзы не воспламенилось и не сгорело. При сгорании душа Рамы набухла и расширилась, овладев более мощной энергией, чем прежде. Большинство из тех последователей, кто использовался и несознательно предоставил Раме возможность наполниться их телами света, умерли вскоре после его возгорания, от внезапно навалившегося тяжелого недуга. Раздувание себя для получения большего господства в войне с другими красными и белыми ложными богами становилось целью, для достижения которой Сананда, Рама и Шива использовали ложное вознесение. Самое ранее известное ложное восхождение подобного характера осуществилось примерно через 46 тысяч лет после смерти великих мастеров. Каждый из трех богов – Сананда, Шива и Рама, в целях возноситься способом, который позволял бы им раздувать себя во все большее возрастающее господство, начали создавать различные группы последователей. Для этого на Земле и на планах сновидений повсеместно выстраивались храмы в честь ложных богов Шивы и Рамы, которые использовались для сбора жизненной энергии последователей, в основном также за счет ложных вознесений. Каждое ложное вознесение накачивало мысли форму сгорания, ибо формы не возносились, а сгорали, превращаясь в груду пепла. Кроме того, души человеческих предков, относящиеся к таким вознесениям, уходили в пустоту небытия. Мыслеформа сгорания заякорила в человеческой грезе мыслеформу атомного деления, расщепления. В конечном счете, именно мыслеформы расщепления лежит в основе причины ядерного оружия. Чем больше со временем происходило ложных вознесений, тем в большей степени у оно, а впоследствии у людей, зрело намерение применять в своих войнах ядерное оружие. Такой мыслеформы нельзя создать разрушение в нефизическом плане, так чтобы в конце концов, оно не стало физическим по характеру. Такова природа физического созидающего закона, что бы ни происходило в нефизических планах. В конечном счете, это повторится на физическом плане. Чем больше людей сгорало изнутри в результате ложного вознесения, тем больше возрастала вероятность крупномасштабного внешнего сгорания, связанного с ядерным уничтожением. К тому времени, когда Мердук взорвал свои бомбы, на Земле уже произошло более 18 тысяч ложных вознесений, в ходе соперничества трех вышеупомянутых ложных красных богов. Эти души наследуют основную, исходную причину ядерного разрушения Земли. Белые ложные боги также вознамерились начать собственные ложные вознесения. Белые ложные боги предпочли направить группы людей в пирамиды Древнего Египта и попытаться вознестись, основываясь на записях, полученных от Сананды. Люди с большими головами, кто хранил в себе наследие оригинальных родословных великих мастеров, были вдохновлены воздвигать храмы Вознесения на физическом плане вблизи пирамид. Многие из таких людей были фараонами Древнего Египта того времени, то есть Древнего Египта, существовавшего до эпохи Атлантиды. Подобно красным ложным вознесениям,
Энергетические поля людей в ходе ложных вознесений ложных белых богов объединялись, при отсутствии вознесения физической формы. В общей сложности, за 2000-летний период в пирамидах воспламенилось 160 фараонов. Вслед за ложным вознесением каждого фараона, их ученики и сторонники внезапно обнаруживали у себя тяжкое заболевание и массово умирали. Поскольку возгорания становились все более и более неполными, после которых оставались лежать отдельные части тела, головы, ноги и руки, доминирующая духовная элита Древнего Египта, в конечном счете, поставила вознесение вне закона. Сгорания раздували белых богов к более значительному доминированию над красными богами в то историческое время. Однако мысль и форма сгорания еще раз привела человека к тому, чтобы выразить себя в применении ядерного оружия, что в конечном счете вылилось в ядерную войну, принесшую опустошение всей человеческой цивилизации на поверхности Земли. После данного периода, в человеческих реалиях у представителей наследственности великих мастеров, произошла полная утрата оставшейся генетической структуры большой мозговой полости, мозга, и мозгового ствола. Можно сказать, что представители такой наследственности были дезориентированы ложными богами в использовании информации, которую они несли в себе, в целях ложного вознесения. Именно в ложных вознесениях ложные боги получали доступ к генетической информации большеголовых фараонов, являющихся потомками великих мастеров, и изымали ее себе. В последовавших за последним ложным вознесением, в 6 поколениях, вся память ДНК, которая требовалась для построения такого уровня сознания в человеческой форме, исчезла из всех человеческих генетических архивов. Вернемся к пониманию сути ложного вознесения. Для этого необходимо понимать, что представляет собой межпространство. Межпространство – это пространство, в котором отсутствует движение, а точнее, движение энергетических потоков проходит очень медленно и малоинтенсивно. Межпространство удерживает и очерчивает границы активного пространства. Эфирная энергетическая решетка несет в себе положительно и отрицательно укладывающиеся линии энергетического потока. Положительно уложенные линии проводят энергию, которая поддерживает жизнь формы. Отрицательно уложенные линии удерживают пространство между вырезанным каналом, по которому может течь энергия, создают удерживающие стенки для направленного течения энергии. Пространство отрицательно уложенных линий представляет собой межпространство. Положительный и отрицательный поток должны работать совместно, поддерживая жизнь формы. В ходе вознесения как положительный, так и отрицательные потоки энергии повышают свои вибрации в равных пропорциях, пока форма и душа не сольются в качестве единого сознания. Со временем, за счет ложных вознесений, межпространство на Земле все более раздувалось. При этом, энергетическая решетка и меридианы все более сужались, и в связи с этим, сокращалось поступление жизненной силы, протекавшей сквозь Землю, и каждый вид, а затем сознание всех видов испытало падение, ибо возник недостаток жизненной энергии, чтобы поддерживать ДНК и вибрацию надлежащим образом. Возрастающее, расширяющееся межпространство вызывает потерю сознания, а также биологической и энергетической массы. Расширение межпространства Земли в результате ложных вознесений привело к тому, что первоначальное истинное вознесение испытало раскол на 2 сакральных геометрических модели. Одна из них известна как Меркаба, или шестиконечная звезда Давида. Другая известна как цветок жизни,
который представляет собой ряд нитей фигуры, объединенных и вплетенных в рисунок подобно цветку. Вместо цветка жизни, в межпространстве была задействована электрическая модель движения энергии, из совершенно непохожей геометрии, которая известна как Меркаба, что раскалывает свет и тьму, тем самым приводя к крайней полярности. Данные модели настолько различны, что не могут работать совместно в целях вознесения. Меркаба имеет электрическую природу. Цветок жизни имеет природу магнитную. Меркаба ведет к невознесению, или сгоранию формы, ибо положительная и отрицательная энергия не работают в сотрудничестве друг с другом, чтобы в унисон продвигаться к вознесению. Как и почему две различных сигнатуры энергии пришли к сочетанию? Здесь мы вновь понимаем, что имело место переплетение различных созидающих законов и светокопий от разных великих центральных солнц. Меркаба – это искаженная геометрия другого великого центрального солнца, в котором как положительный, так и отрицательный поток энергии удерживается 18-конечной звездой. В данной системе как положительный, так и отрицательный поток энергии имитируют друг друга, позволяя золоту и серебру работать сообща ради общей цели вознесения, где золото движется внутри звезды, или в отрицательно уложенных линиях, а серебро вовне, или в положительно уложенных линиях. Когда определенные гуманоиды, которые происходили из альтернативного великого центрального солнца, мигрировали и переместились в зону влияния, связанную с Землей, они доставили с собой свою геометрию, а далее попытались сохранить ее посредством вознесения в межпространстве. Эта геометрия уже несла в себе искажения, или понизилась в размерах и измерениях, становясь всего лишь шестиконечным тетраэдром, а не 18-конечной звездой, некогда существовавшей полноценной светокопией из их великого центрального солнца. Геометрия вашего творения является магнитной, вращательной или круговой, кольцеобразной. Круговая и остроконечная не сочетаются, и результатом их смешения будет жизнь, идущая к угасанию, а не вознесению. Результатом совмещения двух несовместимых священных геометрий стала электромагнитная геометрия. Каждое падение сознания в человеческой форме стало результатом одновременного проживания в двух различных священных геометриях, которые никогда не предназначались к совместному использованию в целях вознесения. В тысячах и тысячах просмотренных ложных вознесений человеческой формы, на всем протяжении истории Земли, межпространство делалось все более раздутым и энергичным. Чем больше разрасталось межпространство, тем более плотной становилась форма. Чем более плотной становилась форма, тем меньше генетических материалов отражалось в ходе формирования формы в утробе. Ложные вознесения продвинули межпространство к размерам, которые до такой степени нарушали пропорциональность положительного и отрицательного, что тьма возобладала в физических реалиях человека. Из-за ложных вознесений, человечество становилось разделенным в крайней полярности. Из-за ложных вознесений, человечество раскололось на человечество внутренней Земли и человечество поверхности Земли. Также произошел раскол между телом света и физическим телом. Такие реальности, как внутренняя Земля и планы тела света, удерживали исключительно отношения света и любви, а физическая форма и человечество на поверхности Земли охватывало реалии тьмы, в которой война, болезнь, старение, физические недостатки и чрезвычайно короткая продолжительность жизни стали нормой. Накачивание межпространства равносильно накачиванию мыслеформы, которая разъединяет и нарушает целостность.
Когда кто-то восходит с мысли формы межпространства, он восходит в разделение, в межпространство. Разделенность приравнивается к войне, в конечном счете, к биологии, которая находится в состоянии войны с собой. В ходе ложных вознесений, такое явление как болезнь, стало обычным явлением на физическом плане, и как только мысли формы разделения стала физической, распространились разрушительные агенты такой мыслеформы, вредящие форме вирусы и бактерии, что отражало биологическую войну, к которой привело разделение. Раскол между телом света и физическим телом произошел, когда ложные красные боги пытались возносить человечество в теле света, без надлежащих биологических модификаций формы. Вместо этого, форма использовалась, чтобы функционировать во все более мощной модели Меркабы, заставлявшей физическое тело идти в падение, в то время как тело света возносилось. Но в действительности вы не можете вознести только одну часть самого себя. Это не работает. В такой ситуации, тело света никогда не достигало четвертого измерения, а форма просто сгорала, или умирала от болезни при такой попытке ложного вознесения. До настоящего времени существует большой разрыв между планами реальности тела света и физическим миром, который остался из-за миллионов ложных вознесений, в которых возносилось тело света, без такого же вознесения физического тела. Данный разрыв заставляет человека полагать, что тело света и нефизического мира не существует, что энергетический мир нереален. А тело света при этом считает, что не существует физического мира, или что физический мир нереален. В действительности, и тело света, и физическое тело должны сплотиться, чтобы восходить к посвящениям выше 2200 единиц. Если восходит только одно физическое тело, или тело света, то каждому из них по отдельности перекрыто движение сколько-нибудь выше уровня 2200 в этой жизни, ибо результат – просто еще одно ложное вознесение, которое раздувает межпространство. Тело света существует на планах реальности, находящихся на одну октаву выше физического. Эта реальность не является четырехмерной, но полуэфирная по природе. В своей реальности, тело света имеет собственных друзей, перемещения, помощников, коллег, детей, дома и средства к существованию, вместе с другими заботами. Однако, будучи полуэфирным, у него отсутствует реальная необходимость есть или спать. Кроме того, реальность тела света значительно менее ограничена, чем реальность физическая, и обладает знаниями о космических перемещениях и коммуникации с разновидностями из других звездных систем, включая коммуникацию с нефизическими царствами. Сознание тела света должно выразить намерение возноситься совместно с физическим телом. Увы, многие в физическом теле, кто выражает намерение вознестись, имеют тело света, поглощенное иными заботами, нежели духовная эволюция. Аналогичным образом, многие из избравших вознесение тел света, имеют физическую форму, внимание которой сосредоточено совсем на других интересах. Единственным результатом такой разобщенности является неспособность вознестись, ибо физическое и нефизическое должны сообща работать друг с другом ради полного вознесения к четвертому измерению и выше. Когда тело света и физическая форма сливаются в один сосуд, они проникают в четвертое измерение. Люди, которые вознеслись в четвертое измерение и продолжают существовать во внутренней Земле, давно этим овладели. В действительности они являются физическими, но при этом полностью слились со своим полуэфирным проводником, который дает уравновешенное поле, форму,
и хорошо сбалансированную грезу, которая знает более длинную продолжительность жизни, и жизненный опыт, не вызывающий болезни и дефектов, как сейчас это распространено в трехмерной форме. Здесь можно понять, почему и физическому телу, и телу света, необходимо сознательно выражать намерение вознестись, поскольку таковое требует, чтобы оба сознательно продвигались в одном и том же направлении с целью выполнить общую задачу. В результате этого, планы тела света проявляют активность, и в частности, чтобы помочь сознанию войти в контакт со своей физической формой, в целях содействовать ее переориентации к выбору возноситься. При этом, возможность вознесения больше, в которой обе формы на обоих планах реальности намереваются возноситься сообща. Поскольку люди вновь овладевают полным вознесением, со временем, тело света и физическое тело должны слиться в единый сосуд, и тем самым положить конец дальнейшему познаванию крайней полярности в человеческой форме. Более того, поскольку межпространство характеризовалось особым стереотипом, известным как Меркаба, оно оживлялось грезой. Змеи, которые держат межпространство, предназначены отделять и делить положительные каналы эфирной энергетической решетки и поля ауры. В сущности, змеи, которые должны были удерживать отрицательные линии межпространства эфирной энергетической решетки, то есть удерживать пространство между потоками энергии в энергорешетке, излишне активизировались, прекращали выполнять свои изначальные обязанности и уходили в другие реалии, вследствие проецируемой на них грезы. Когда змеи, удерживающие межпространство, прекратили надлежащим образом выполнять свою работу, положительно уложенные линии стали все более и более утончаться, так как ничто больше не поддерживало должным образом структуру и функцию формы, приводя тем самым к падению сознания. Более того, змеи, которые теперь оживлялись собственной грезой, становились силами тьмы, которую использовало ложное вмешательство, чтобы обворовывать Землю и человечество, отбирая информацию и энергетическую решетку. Межпространство никогда не предназначалось оживляться грезой. По существу, когда межпространство оживилось, мало того, что были созданы темные силы, но энергия захватила часть вещаемой на физический план грезы и перевела таковую в бессознательное. Вследствие этого, жизнь возымела не только оживляемую реальность, которая была физической, но также и оживляемую реальность бессознательного. После того, как бессознательное стало оживленным, его принялись использовать с целью лишить творения информации, а также лишить человечества генетической информации и энергетической решетки. Каждый человек с двумя цепочками ДНК имеет живое существование на физическом плане, а также одновременно и в параллельной жизни, которая является полуэфирной на планах реальности тела света, и в 24 дополнительных параллельных жизнях, которые есть результат оживления бессознательного. Именно в этих 24 параллельных жизнях, возносящиеся, как правило, действуют против самих себя в ходе вознесения. Это означает, что каждый раз, когда человек выражает намерение вознестись, часть его бессознательного выражает намерение умереть, или производит обмен недавно приобретенной информацией вознесения, заставляя возносящегося откатываться назад в вибрации. Результат – натиск и напряжение, наряду с борьбой за вознесение, которое является обычным явлением при более низких посвящениях. Однако, прежде всего, мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что бессознательное не должно оживляться. Единственная причина, по которой бессознательное оживляется, обусловлена движением Меркабы в межпространстве.
Когда Меркаба движется, она создает поглощающий экран, на который захватывается часть вещаемой в форме жизненной грезы. Когда греза захватывается, она оживляет бессознательное в реалиях, которые отделены, и не физические по природе. Когда вследствие вознесения, движение священной геометрии модифицируется, удерживая язык света, как в положительных, так и отрицательно уложенных линиях поля, межпространство переходит к поддержанию изначально присущей ему структуры и функций, и бессознательное прекращает оживляться. Как только жизнь бессознательного прекращается, теряется его способность работать против вознесения, изъявлением намерений, противостоящих мысли в форме вашей цели, или производящих бартерный обмен ваших записей. Восходя выше 2200 единиц, каждый возносящийся человек теперь обязан задействовать священную геометрию языка света, как в положительных, так и отрицательно уложенных линиях чакр и тонких тел, вместе с телом света и полем ауры. При достижении такового, бессознательное замораживается, и впоследствии более не способно вредить другим, или себе непосредственно, или блокировать переход вашего вознесения в физическую форму, схождение информации в биологию, и последующие преобразования. Данный процесс происходит, когда греза объединяется в единое вещание, которое должным образом принимается всеми частями поля. Мы надеемся, что эта информация была полезной для вашего индивидуального пути вознесения. Каждый может использовать эту информацию, насколько она резонирует с вами. Благодарим всех, кто участвует в вознесении Земли и человечества, и благословляем вас на вашем пути восхождения.